you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые планарные внутриканальные наушники от компании DD Hi-Fi стоимостью $189. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части указано название этой модели Memory PD4.4 и написано, что эти наушники были совместно разработаны и настроены компанией DD Hi-Fi вместе с Moondrop. Ну а здесь уже были указаны технические характеристики. И за звук в них отвечает 13-мм планарный драйвер, а чувствительность составляет 121 дБ, и они получили сопротивление 16 Ом. И на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники с несъемным кабелем, который использует балансный штекер на 4,4 мм джек, инструкция по использованию наушников, гарантийная карточка, один набор силиконовых амбушюр, ну и фирменный кейс для хранения наушников. Эти наушники очень небольшие, они были выполнены полностью из чистой меди с палладиевым покрытием, и здесь на лицевой части у них расположилось вентиляционное отверстие, прикрытое защитной металлической сеточкой, а рядом было указано название этой модели. А вот на внутренней части тут имеются 4 отверстия, которые дают некоторое ощущение открытости при прослушивании музыки, и за счет этого ощущение вакуума также не возникает. Ну а звуковод тут имеет длину около 4 мм, диаметр 5 мм, он прикрыт защитной металлической сеточкой, а еще получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Ну а за счет своих небольших размеров сидят эти наушники в ушах хорошо и в целом обеспечивают нормальную фиксацию в ухе и неплохую звукоизоляцию. Да и их кабель оказался вполне нормального качества, хотя все же я отмечу, что он имеет небольшой микрофонный эффект и был склонен к запутыванию. Но лично меня это особо никак не отвлекает от прослушивания музыки, хотя кому-то это может помешать, я прекрасно понимаю. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики планарных наушников DD Hi-Fi Moondrop Memory PD4.4. И первое, что мы здесь видим сразу, это усиление низких частот на 5 дБ с грамотно выполненным переходом к области нижней середины, где имеется небольшое уплотнение, что дает нам более теплый и увесистый характер как инструментов, так и вокала. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено буквально на уровне моего таргета, что меня очень радует, и поэтому при длительном прослушивании эти наушники меня не утомляют, но тем не менее они дают достаточно насыщения и энергии в этой области, чтобы не звучать как-то сухо или скучно. А вот высокие частоты тут уже начинают затухать после 10 кГц, что, конечно, далеко не рекорд, как для планарного драйвера. И я считаю, что они могли бы быть все же более продолжительны. Но зато здесь можно сразу понять, что какой-либо яркой и утомительной подачи речи здесь и не идет. Но тем не менее, и темными я их не назову. В общем, давайте теперь обсудим, как же все это будет ощущаться уже на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились абсолютно небосхедными. А все потому, что здесь нету какого-то сверхмассивного саббаса или раздутого мидбаса, который постоянно пытается перетянуть все внимание на себя. А наоборот, бас тут довольно спокойный, ровный и собранный, но при этом совсем не скучный в своей подаче. Банально потому, что саббас дает умеренную глубину и вполне достаточно ощущения веса. А вот мидбас уже более хлесткий и аккуратный, хорошо подчеркивает кик и достаточно быстро отрабатывает сам удар. При этом тут меня радует неплохая текстурность и быстрое затухание, благодаря чему никаких там лишних хвостов или гула здесь абсолютно нет. И за счет этого мы получаем на выходе очень такой понятный и контролируемый бас, который не стремится удивить вас количеством, а скорее делает акцент на точности, чистоте и хорошей собранности. И поэтому он совершенно никак не мешает остальному диапазону, не утяжеляет подачу
подачу и спокойно работает практически с любыми жанрами, оставляя достаточно пространства для середины и высоких частот. А вот средние частоты здесь получились достаточно насыщенными, в меру энергичными и с очень теплым характером. И это именно такая плавная, естественная и комфортная подача, которая совершенно не пытается вас утомить какой-то излишней яркостью или чрезмерной аналитичностью. Вокал здесь звучит достаточно мягко и приятно, с хорошей телесностью, но инструменты получают необходимое насыщение и вес, за счет чего сама музыка как бы воспринимается уже довольно цельно и эмоционально, да и разрешение здесь будет вполне достойное. Хотя я отмечу, что лично мне хотелось бы все же получить немного больше прозрачности и более четких переходных процессов, особенно если сравнивать эти наушники с более аналитичными планарными моделями, как, например, недавние LED Shure Australis или Ember. Но с другой стороны, учитывая общий характер этих наушников, возможно, ребята, это даже более правильное решение, поскольку здесь ты просто включаешь музыку, расслабляешься и слушаешь ее без желания постоянно разбирать каждый нюанс. И именно в этом плане я думаю, что середина работает здесь очень хорошо. Но высокие частоты, несмотря на использование планарного драйвера, здесь получились неожиданно спокойными и комфортными. И это, наверное, одна из самых интересных особенностей этой модели, потому что лично я от планара обычно ожидаю более выраженной скорости воздуха и акцента на деталях. А вот здесь все было настроено заметно мягче и аккуратнее. И тут абсолютно нет какой-либо раздражающей резкости, яркости или попытки искусственно вытянуть микродетали на самый первый план. И на слух поэтому все звучит достаточно спокойно и естественно. Да и детализация здесь будет вполне достаточная именно для комфортного прослушивания. Но она точно не пытается выставляться на показ и не пытается постоянно вас чем-то удивлять, как у более ярких планаров. Поэтому верх, ребята, здесь скорее продолжает общую философию этих наушников. То есть максимум комфорта, плавности и расслабленности без какого-либо лишнего напряжения. Но если вы ищете максимально воздушный и аналитичный звук, то здесь его может оказаться недостаточно. Зато для длительных сессий такая настройка мне кажется очень удачной. Особенно если вы хотите часами слушать музыку и не хотите, чтобы высокие частоты постепенно начинали вас утомлять. Ну и звуковая сцена здесь получилась ожидаемо не сверхширокой, а скорее слегка интимной и к вам приближенной, заметно большим акцентом на глубину, нежели на ширину. При этом пространство в этих наушниках точно не кажется каким-то тесным, просто инструменты и вокал находятся тут к вам ближе и воспринимаются за счет этого более цельно и без какого-либо ощущения огромного расстояния между отдельными элементами композиции. Да и локализация здесь вполне нормальная. Планы читаются в целом понятно, ну а сама сцена хорошо соответствует общей теплой и спокойной подаче этих наушников. В общем, здесь, ребята, точно нету попытки удивить вас каким-то огромным масштабом, а есть вполне естественное и комфортное пространство, которое позволяет вам просто спокойно сосредоточиться на музыке. Ну и в итоге я пришел к тому, что DD Hi-Fi PD4.4 это планарные наушники с очень спокойной, теплой и комфортной подачей, которые делают ставку не на максимальную техничность или яркость, а именно на расслабленное и приятное длительное прослушивание. Если вы как раз искали наушники с таким характером, где можно просто включить любимую музыку и получать удовольствие без лишней какой-то аналитики и утомления, то я определенно вам рекомендую обратить внимание на эту модель. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.